Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для стрельцов. Неделя с 27 апреля по 3 мая. Давайте же посмотрим, что вас ожидает, какие вам карты сегодня выпадут, что произойдет у вас в этот загаданный отрезок времени. Напомню, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, также можете оставить лайк или сообщение какое-нибудь под этим видео. Буду знать, что вам расклад понравился, что он вам подошел. Итак, давайте посмотрим, стрельцы, что же происходит у вас по дням недели. То есть начинаем с понедельника и заканчиваем воскресеньем на каждый день недели, доставая по одной карте. Сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительной. Смотрим на те комбинации карт, которые у вас, соответственно, получаются. Итак, давайте посмотрим. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта, которая у вас есть, это карта туза мечей. Карта начала, потому что туз — это единица, это всегда начало. И в принципе по тузу мечей можно говорить о каком-то идейном начинании для вас, когда у вас возникает мысль что-то сделать. Это не всегда означает действие, но это мысль, это как прозрение, озарение и понимание того, как лучше действовать в этой ситуации. Возможно, вам приходит решение какой-то проблемы на ум, то есть вы понимаете, как лучше поступить, чтобы лучшим образом решился какой-то вопрос. Возможно, вы здесь сможете себя от чего-то освободить, от какого-то бремени, обузы или какой-то проблемы, отсечь эту проблему, потому что меч, он обычно отсекает, но вам нужно будет проявить здесь решительность, настойчивость для того, чтобы это произошло. В целом есть чувство свободы и смелости, которая здесь у вас очень хорошо заметна. Причем есть ощущение, что вы можете найти выход действительно из какой-то сложной ситуации или как из запутанного лабиринта, да, возможность выйти. Карта туза мечей. Но настроены вы прямо очень-очень решительно. Так, давайте посмотрим понедельник для стрельцов. Тут же десятка жезлов. Карта, кстати, вашего знака стрельцы, и особенно стрельцов конца декабря, да, с 10 по 21 декабря. Но вот здесь вот по десятке жезлов вместе с тузом мечей можно говорить о том, что вы решаете какую-то проблему, и ваша решительность окупится. Возможно, какой-то тяжелый груз, который вы на себе долгое время несли, наконец-то вы сможете отпустить, как будто бы отсечь, справиться с какой-то ситуацией. Возможно, вы здесь по десятке жезлов, если какую-то работу выполняли ранее и не могли ее никак завершить, то здесь у вас есть решительность и смелость для того, чтобы все возможности, для того, чтобы наконец-то решить эту работу, да, эту какую-то ситуацию. Также, если мы говорим о какой-то здесь скрытности или какой-то вот ситуации недопонимания, то она получит ясность. То есть придет какое-то вот осознание или какое-то прояснение в важном для вас вопросе. Давайте посмотрим дальше. Дальше есть тройка жезлов. И вот смотрит здесь этот мужчина куда-то вдаль на приближающиеся корабли. Возможно, вы находитесь в режиме ожидания чего-то во вторник. Возможно, вы здесь по этой тройке жезлов предпринимаете какие-то действия для того, чтобы достичь важной для вас цели. То есть что-то делаете, какие-то вещи совершаете для того, чтобы прийти к тому, что вы задумали. То есть у вас есть определенная вершина, определенное стремление, как из точки А прийти в точку Б, да, и вы какие-то шаги для этого делаете. Также вы здесь по тройке жезлов можете еще и какую-то поддержку получить или помощь от кого-то. То есть тройка — это всегда несколько людей, это возможность
в тандеме, в союзе с кем-то, может быть, совместно идти там к общей цели, к примеру. Вот она, тройка жезлов. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас есть. Стрельцы на вторник. Какая карта еще у вас выпадет? Есть принц жезлов или рыцарь жезлов. Карта вашего огненного знака зодиака. Может говорить про общение с такими, как вы, огненными знаками. Это львы, овны, может быть, стрельцы. Но также в целом и вы здесь себя ведете вот таким вот готовы на этой колеснице, запряженной львом, куда-то мчаться, какие-то действия совершать, опять-таки мчаться к своей цели, вот к тому, чего вы ожидали, чего вы хотели. Дальше идет карта принцессы кубков. Ну, в принципе, даже не знаю, здесь еще по пажу, по принцу этому, вернее, жезлов, может быть, и какое-то получение информации, кстати, важное для вас. И вот принцесса кубков тоже получение, возможно, каких-то приятных для вас сообщений. В целом кубки — это чувства, эмоции, это какие-то радостные переживания. По принцессе кубков можно говорить о хороших возможностях, которые вам здесь предлагает. Это рыбка, выскакивающая из кубка. И вот она здесь так руку к подбородку подвела и думает, соглашаться или не соглашаться, принимать или не принимать какое-то предложение. Но в целом ей это предложение кажется заманчивым. То есть в целом карта достаточно хорошая. Да, может говорить про общение с водным знаком зодиака. Это раки, рыбы или скорпионы, если у вас такие есть в окружении. Ну, давайте посмотрим, стрельцы, что еще здесь у вас есть на среду. Кроме принцессы кубков есть семерка мечей. И здесь, если поступает какое-то предложение, даже если оно заманчивое, стоит подумать, не пытаются ли вас здесь обмануть, где-то схитрить. То есть будьте осторожнее все-таки. Вы здесь можете сталкиваться с каким-то переездом. Вот семерка мечей об этом может говорить, и карта мир далее. То есть какая-то поездка, переезд, что-то связанное с путешествием по миру. Но нужно быть осторожнее, если вы что-то здесь делаете, опять-таки, чтобы вас не провели вокруг пальца. Дальше идет карта мир. Карта путешественника, карта путешествия по миру, общение с кем-нибудь, может быть, не знаю, из не вашей страны, может быть, вы с кем-то на расстоянии общаетесь, там, переписываетесь с кем-то, кто не в вашей стране живет. То есть это в целом ощущение вот этой связи с миром. Может быть, вы здесь выступаете на большую публику, и вас из разных стран где-то видят и слышат. Также мир — это в целом чувство свободы, триумфа, вот этой победы, которая есть по этому лавровому венку, то есть ощущение достижений, что я смог или смогла достичь вот этого результата. Карта на самом деле очень хорошая, карта мир. Давайте посмотрим, что еще здесь у вас есть. В четверг, стрельцы, есть восьмерка, такое цветущее дерево, восьмерка пентаклей, успех. Успех замечательно, кстати, сочетается. Это колода, это иллюминаты с Тото, да, с Алистера Кроули колодой. Потрясающая карта, карта цветущего дерева. То есть это карта солнечная, да, здесь отвечает планета, не планета, вернее, да, ну, называется она так, Солнце, но понятно, что это звезда, но неважно. В общем, здесь она очень солнечная, очень позитивная и тоже показывает успех, который вы здесь прямо испытываете, триумф и ощущение триумфа за этот успех, который у вас есть. Ощущение, что удача на вашей стороне. Вы можете какие-то средства получать извне, там, не знаю, откуда-то какие-то переводы денег, еще что-то такое. Может быть, вы какие-то тренинги здесь проходите на расстоянии, там какие-то семинары, что-то слушаете, чему-то учитесь, совершенствуете свои навыки. И это все приводит к большему достижению и результату там вашей профессии. Но опять-таки вы это делаете для успеха, и с этой картой, да, с картой мир, это достаточно хорошее для вас действие, хорошее мероприятие. Дальше шестерка пентаклей, карта дающие руки, возможность получать от кого-то какие-то подарки или самому, может быть меценатом, выступать в роли дарителя. Шестерка пентаклей, она про взаимный обмен энергией, когда вы кому-то что-то отдаете, за это можете что-то получить. Это, конечно, может быть и ситуация, где вы что-то покупаете, да, вы покупаете что-то, даете деньги, вам дают товар взамен. Или там оплачиваете аренду жилья, да, живете там месяц, год, сколько вы там живете. То есть здесь вот как будто вы что-то даете, получаете нечто взамен. Или в отношениях с окружающими, там, с родственниками или с близкими, любимыми. То есть есть какой-то взаимный обмен. Может быть, совет какой-то даете или получаете совет какой-то ценный для вас, полезный. Может быть, и обмен какими-то подарками, если вас куда-то приглашают, и вы
что-то дарите, может быть, взамен вы получаете просто там спасибо, благодарность или улыбку от того, кому вы дарите. То есть может быть и такой момент. Ну, давайте посмотрим в пятницу для стрельцов, что здесь еще будет с шестеркой пентаклей. Еще одна карта «Мир». Да, повторяются здесь очень много. Вот среда, четверг, пятница карт о путешествии, о поездках. Мир, триумф, счастье, ощущение какого-то важного достижения. Может быть, вы опять-таки благодаря вот этому совету или этой помощи, поддержке сможете достичь какого-то триумфа важного. Дальше идет семерка жезлов, карта борьбы или карта преодоления препятствий, может быть, но вы занимаете лидирующую позицию. То есть если вам нужно решить какой-то вопрос, вы здесь в приоритете, вы здесь выше других, вы здесь имеете превосходство в чем-то, вы справитесь с этой ситуацией, может быть, с какой-то проблемой, да, но очень стойко, очень мужественно, и может быть даже какая-то критика или противостояние со стороны других людей, но вам они не страшны, то есть вы с этим справляетесь, решаете какую-то сложную задачу, какой-то тяжелый груз поднимаете, да, может быть, какую-то домашнюю работу выполняете, которая очень много усилий требует. Может быть, кто-то ремонт здесь делает. Но вот в любом случае карта достаточно хорошая. Давайте посмотрим на субботу для стрельцов, что еще здесь есть. Королева жезлов, супер, ваша стихия, огненной стихии, да, огненного знака, стрелец, может быть, общение со львом или овном, не дай бог конфликт с таким человеком, такого знака, потому что такое здесь тоже может происходить. Но в любом случае, если мы говорим о вас, о вашей стихии, то вы здесь решаете какую-то проблему. То есть вы здесь сможете это сделать, можете преодолеть какие-то, ну, не знаю, препятствия. И успешно, потому что королева жезлов, она про успех, она про справедливость и возможность достичь справедливости, если вы прикладываете к этому усилия. Причем здесь королева жезлов, она очень умная, она мудрая. И она решает эти вопросы умом, а не силой физической. Карта четверка жезлов, карта семьи и гармонии, и дома, и вот этого вот ощущения стабильности и постоянства, которого вам, возможно, здесь как раз, ну вот, вдоволь, да, потому что вот четверка жезлов, она и показывает девушку и парня, вот они здесь танцуют на фоне какого-то дома, замка, вот у них все хорошо, то есть это ощущение гармонии в отношениях, гармонии в доме, гармонии вот в отношениях с окружающими, да, близкими, может быть, вам родственниками. Четверка жезлов. Кстати, может говорить еще тоже о каком-то вопросе, касающемся жилья, не зря дом здесь нарисован. Ну, давайте посмотрим, что еще здесь в воскресенье у стрельцов. И здесь карта королева дисков, могут решаться какие-то вопросы, связанные с семейным бюджетом, с покупкой в дом каких-то вещей, с арендой там квартиры, допустим, выплатами какими-то, может быть, такими вещами, может быть, какой-то момент, связанный по королеве пентаклей с тем, что вы трудитесь на благо, там, уют дома создаете, потому что королева пентаклей, она очень трудолюбивая, хозяйственная, внимательная, сердечная такая, да, к окружающим, к близким, и добрая, да, то есть здесь проявление вот этой доброты, сердечности. Также возможно и общение, конечно, с земным знаком. То есть девы, тельцы, козероги тоже могут иметь место быть. Может быть, какая-то встреча с таким человеком, может быть, здесь вас куда-то приглашают, может быть, даже какое-то семейное торжество, на которое вы приходите, и у вас есть возможность почувствовать себя вот в этом вот. Четверка — это как, знаете, в других колодах показывают, хороводы водят, да, то есть это вот это ощущение единства, единения с вашей семьей, там, с вашим социумом, с кем вы обычно проводите время, с кем вы разделяете свой кров, быт, возможно, так. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая для представителей знака Стрелец я завершаю. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя, берегите своих близких. До скорого.